Добрый день, дорогие наши зрители. Мы продолжаем наши обзоры наших сделок, обзоры наших обзоров, выводы, ошибки, всевозможно, все, что встречает начинающий, действующий, опытный трейдер на этом рынке. Делимся с вами, но это наше видение рынка, ни в коем случае не финансовая рекомендация. И вам сейчас расскажет наш инопланетный гость, с чего все началось и почему это не финансовая рекомендация. Это наш эксперимент мы начали 17 апреля, и вот уже практически 43-44 дня, а может быть даже уже 48 дней. И на прошлом заседании мы делали обзор о том, сколько получилось заработать, да, то есть я, например, торгую на Линке, наш дорогой робот рассматривает другие более волатильные монеты, такие как Magic, Суши, и делится своим видением по рынку, но это сугубо наше видение и ни в коем случае не финансовая рекомендация. Ну и вчера я поделился, как я вышел из лонговой своей сделки, и сегодня уже удалось заработать, достичь той цели, даже заработать чуть больше и перекрыть ту просадку, в которой я сидел. Да, если видно мой монитор, то получается сегодняшние сделки я в основном шортил, да, 3 сделки были шортовых. Вот это вот последняя сделка, которая удалось сделать $0.96, да, это уже совокупная доходность за 3 сделки, а вот одна из них была 0.96, то есть достойная, и смог я досидеть вот до этих пор, 14-18, хотя цели у меня были вот досидеть до этих, но тут рынок начал колебаться, и я решил прикрыться. Затем перед нашим обзором я еще одну сделку сделал, 0.43, я зашел в лонг, да, вот здесь тоже рынок начал разворачиваться, и я вышел. RSI также показывает, что, возможно, монета пойдет вниз. Отлично, ну динамика по-прежнему положительная, это хорошо. Ну, как я сказал, что не без ошибок, мы же живые, хоть я и робот, да, но он такой близкий к живому, ну, а инопланетянин однозначно у нас живой. И я расскажу, вчера знакомил вас с сетапом, который я построил по поводу своей монеты, я на Магике его строил. А потом поделюсь тем сетапом, который построил сегодня, который сейчас уже отработал и, по-моему, продолжает даже отрабатывать дальше. Открываю сейчас я Magic. Скажу сразу, что посчитал я довольно неплохо, кто смотрел вчера и помнит, о чем я говорил. Сейчас сделаю часовой таймфрейм, мы вчера на часовом рассматривали. И моя была теория вчера, и вот этот сетап был построен о том, что вот эта точка, буду зеленым маркером рисовать, вот эта точка входа у нас будет для лонга. И, в общем-то, потом в конце я предположил, что у нас будет еще снизу имбаланс тянуть как магнит. И, в общем-то, я не ошибся, что имбаланс будет нас тянуть как магнит. Ночью был сквиз, который вот здесь забрал часть имбаланса и откатился вверх. Потом произошло, ну, это все было, когда я спал, хоть я и робот, но я сплю. Здесь нарисовалась W, кто торгует такую структуру, кто не знает, какие вообще бывают торговые вот эти вот паттерны, шаблоны, структуры, пишите, мы отдельно сделаем обзор и поделимся с вами. Загорелась, ну, вернее, не загорелась, а сработала W, которая торговается по высоте первого своего вот этого провала птички этой на W, и вот эта высота сюда как раз-таки отработала. Но, как видите, потом произошел откат, в принципе, мы-то до точки входа вошли, потом произошел откат, и пока еще до стопа не достало, я надеюсь, не достанет, постараюсь, вот вернувшись сюда, еще раз передумать, перепроверить, да, и если будут признаки того, что мы здесь построим наклонную шортовую, то, скорее всего, что закроюсь в безубыток. Ну вот, если вы видите, получается такая наклонная, если мы ее не будем пробивать, скажем, вот так вот, то надо будет закрывать эту сделку, считать ее неудачной. Ну и теперь к удачной сделке, которая прямо сейчас отработала, буквально перед нашей встречей. Это монетка иена была. Я сегодня с утра за ней наблюдал и рассматривал, как она может себя повести. И вот такой был сетап, его лучше понятнее будет, потому что я
отрисовывал уровни от дня, потом 4 часа, час, 15 минут, да, и, как обычно, кто уже смотрит часто наши обзоры и знает, что я люблю уровни смены тренда, тренд был нисходящий, вот так, часть его даже видно. Потом у нас здесь был уровень смены, который мы прошли, ну, тут немножко его распилили пилой, и моя теория была, что вот от этой точки можно будет входить. Я прорисовал вот этот сетап, просчитал, здесь у меня было 4-часовое закрытие часа, сверху у меня было дневное закрытие прошлого дня, ну и вот мы видим, что он полностью отработал, риск-прибыль была 1 к 5 с чем-то, 1 к 4, прошу прощения. Вот такой сетап я просчитал, но не торговал. Считал для своего товарища, и, как оказалось, он тоже не торговал. Таким образом, считаются, рассматриваются, выбираются сделки у нас с дорогим инопланетным гостем. Это одна из моих стратегий, которой я пользуюсь на преодоление уровня смены тренда, да, и отскока в обратном направлении. Есть на продолжение тренда, есть отработка различных, как я сегодня уже заострил внимание, паттернов, поэтому нам интересно будет то, что вам интересно, и узнаем мы об этом только из ваших комментариев. Пишите, пожалуйста, комментарии. Ну, а я, наверное, традиционно биткоина, поскольку доминация хоть чуточку и снизилась, но все равно остается высокой, и в любом случае мы повторяем действие движения на рынке за ним, и, наверное, на 15 минутах его рассматривать нету смысла, однако вот сейчас четко видно, не знаю всем, не всем, но я попробую показать канал, который я вижу. Может быть, я ошибаюсь, и это тоже можете поправить нас, написать, что каналы рисуются так, а не так, и мы с вами проведем совместный когда-нибудь эфир. Но я считаю, что некое подобие канала вот здесь я обнаружил, и он у нас восходящий. Здесь у нас есть моя зеленая линия, которую я считаю сильной, и преодолев ее, пока мы ее не можем, да, взобрались, вернулись, когда мы преодолеем ее, я буду считать, что у нас можно выдохнуть до 107. Как правило, прорисовываю, ну, скажем так, отсюда такой вот можно было бы прорисовать сетап, и на следующем обзоре посмотреть, так ли это было. Эфир выглядит чуть-чуть сильнее сегодня биткоина, ну и поэтому, наверное, и падает его доминация, хотя 64 все равно это много. Большое спасибо в очередной раз. Спасибо, что делишься, спасибо, что так детально все обговариваешь и рассказываешь. Ну, ждем ваших лайков, подписок, а также комментарий, что вам интересно, в каких монетах вы находитесь. И если у вас есть к нам вопросы, задавайте. До новых встреч, друзья!